Привет, друзья! Хочу поделиться с вами классным рецептом вкусненьких печенек. Их можно готовить хоть каждый день. Получаются они очень вкусно, а готовятся быстро и просто. Печеньки получаются нежными и ароматными за счет кокосовой стружки. Тесто творожное, но никто не догадается, попробовав их. Ингредиенты простые и недорогие. Давайте начнем. Берем глубокую миску, кладем 200 грамм творога, 80 грамм мягкого сливочного масла, нужно заранее достать из холодильника, 100 грамм сахара, щепоточку соли и 1 чайную ложку ванилина. Или же можно использовать ванильный сахар. Тогда кладите сразу 1 пачку. Кстати, если вы любите, чтобы прям сладкое было печенье, то добавляйте больше сахара, а если наоборот, то меньше. После того, как все добавили, хорошенько перемешиваем до однородности. Я мешала лопаткой, мне так удобнее. Вы же можете просто ложкой. Теперь нам осталось добавить просеянную муку и разрыхлитель. У меня ушло примерно 250 грамм муки, но у вас может быть чуть больше или меньше. Все будет зависеть от вашей муки. А разрыхлителя я добавила 1 чайную ложку. После нужно перемешать, а затем замесить тесто руками. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Далее делим тесто на две части. Одну убираем в сторону, пока она нам не понадобится, а другую раскатываем в тоненький пласт. Можно немного распылять мукой, чтобы совсем не прилипал к коврику или же к скалке. После того, как вы раскатали в тоненький пласт, мы должны будем отрезать все лишнее, чтобы у нас образовался прямоугольник. Теперь нам понадобится сахар и кокосовая стружка. У меня ушло примерно 4 столовые ложки каждого. У вас может уйти чуть больше или же меньше. Мы должны сначала посыпать сахаром, равномерно ее распределить по всему тесту, а затем кокосовой стружкой. Честно, я не очень люблю эту кокосовую стружку, но в этом печенье мне даже очень понравилось. Она там не сильно заметна, но дает свою изюминку. А когда выпекалась, аромат стоял на всю кухню. Итак, далее мы скручиваем наше тесто в трубочку. Обязательно защипляем края, чтобы она у нас не разошлась. И делим на несколько равных частей. Можете сделать наши печеньки длинненькими или же наоборот коротенькими. Все то же самое мы должны сделать и с другим куском теста. Заранее разогреваем нашу духовку. Застилаем наш противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Берите то, что у вас есть. Можно даже просто использовать бумагу, но нужно будет обязательно смазать маслом, чтобы печеньки не прилипали. Далее выкладываем их на противень и отправляем в разогретую духовку при 180 градусах
примерно 15-20 минут. Нужно готовить, пока наши печеньки не подрумянятся. Как только вы увидели, что они приготовились, вытаскиваем и даем немного остыть. Теперь осталось поставить чай или кофе и наслаждаться печеньками. Печенья получились вкусными, нежными и ароматными. Даю гарантию, понравится не только взрослым, но и детям. Поэтому готовьте минимум 2 порции этих печенек, потому что съедят их за считанные минуты. Обязательно попробуйте приготовить, порадуйте своих близких. Приятного вам аппетита!